Всем привет! В последнее время на этом канале мы часто говорим про различные новинки в мире фототехники. Но вот незадача. Большинство современных фотоаппаратов стоит просто нереальных денег для среднестатистического жителя России. Если вы так же, как и я, пребываете в шоке от нынешних цен на фототехнику, то добро пожаловать в наш сегодняшний топ. Я расскажу про 7 фотоаппаратов, которые вы до сих пор можете купить в магазинах России, и цена на которые кажется хоть сколько-нибудь оправданной. Давайте начнем. Canon 200D. Зеркальный фотоаппарат от Canon, к которому у меня много претензий, но который я все равно люблю и использую уже второй год. Шикарная система автофокуса в режиме Live View и при съемке видео. Неплохая APS-C матрица, компактный корпус и огромный выбор оптики. Как по мне, с этой камерой любой новичок может начать свой творческий путь. И она справедливо попадает в наш сегодняшний рейтинг камер по соотношению цены и качества. Ее стоимость около 30 тысяч рублей. Это хорошая цена для данного устройства. Заплатив еще около 5000 рублей, можно приобрести этот фотоаппарат в китовом комплекте с начальным объективом, которого на первое время будет достаточно любому новичку. Sony A6000, пожалуй, можно назвать старушкой своей линейки. Хоть она и выпущена не так давно, но после нее вышли и A6300, и A6500, и совсем недавно появилась A6400. Несмотря на это, A6000 и на сегодняшний день выглядит очень хорошим выбором для начинающего фотографа. Она достаточно современна, имеет неплохую систему автофокуса и хорошую APS-C матрицу. Наверное, эта камера не так хороша в плане видео, как ее обновленные собратья. Но сегодня мы говорим все-таки больше про фото, а для него A6000 очень хороший вариант, стоимостью около 36 тысяч рублей. Sony RX100 второго поколения – представитель вечной линейки RX100. Почему вечной? Потому что все выпущенные камеры этой серии продаются до сих пор. А их, надо сказать, аж 7 штук. Это позволяет линейке господствовать сразу в нескольких ценовых сегментах. Для понимания, первую версию можно купить за 26-27 тысяч рублей, а цена шестой варьируется от 80 до 85 тысяч рублей. Размах, как понимаете, существенный, но я все-таки рекомендую обратить внимание на вторую версию, цена которой в среднем составляет 37 тысяч рублей и кажется вполне оправданной. Возвращаясь к особенностям камеры, это компактный фотоаппарат с несменной оптикой и дюймовой матрицей. Очень маленькая камера, которая помещается в карман, но при этом выдает хорошую картинку как в фото, так и в видео. Отлично подойдет тем, кто только учится фотографировать или хочет получить компактный фотоаппарат для поездок. А вот и кое-что посерьезнее. Полнокадровый зеркальный фотоаппарат Nikon D610. Самая дорогая камера в нашем сегодняшнем видео, которая тем не менее стоит своих денег. Фотоаппарат не новый, но его матрица по данным DxOMark до сих пор превосходит матрицы любого из фотоаппаратов Canon, в том числе 5D Mark IV, EOS R, Canon 1DX Mark II. При этом по цене ее не сравнить с монстрами от Canon. 70 тысяч рублей очень гуманно по сегодняшним меркам за камеру подобного уровня, которую можно использовать в том числе для коммерческих съемок. И пусть вас не пугает то, что она выпущена несколько лет назад. Фотоаппарат это все-таки не iPhone, его не обязательно обновлять раз в год, если вы понимаете, о чем я. Fujifilm X-T20 – крайне привлекательная беззеркальная камера от компании Fujifilm, имеющая качественную APS-C матрицу, хорошую систему автофокуса и интересный дизайн в ретро-стиле. Неплохой вариант в качестве первой камеры или как замена старенькой зеркалки. X-T20 неплохо справится и со съемкой фото, и с записью видео. С учетом выхода обновленной X-T30, на X-T20 потихоньку падает цена, что делает эту камеру еще более привлекательной. На момент записи видео X-T20 можно купить за 50 тысяч рублей. X-T100 еще одна камера от Fujifilm. Внешне очень похожа на X-T20, но является более младшей моделью. По моему скромному мнению, фотоаппарат отлично подойдет тем, кто начинает изучать фотографию и съемку в формате RAW. Именно фотосъемка в RAW основной плюс этой камеры. И если цена X-T20 для вас слишком высока, то смело можете смотреть этот фотоаппарат. X-T100 сегодня стоит в районе 37 тысяч рублей. Panasonic G80 – последний фотоаппарат в нашем сегодняшнем видео, и он отлично подойдет любителям фото и видеосъемки.
матрица микро 4/3, встроенный стабилизатор изображения, видеосъемка в 4К и достаточно много разнообразной сменной оптики в системе. Вот основные особенности этого фотоаппарата. 55 тысяч рублей, хоть и немалые деньги, но по мнению нашего канала за эту камеру их можно отдать. Сегодня я рассказал вам про фотоаппараты, которые, на мой взгляд, являются наиболее оптимальным выбором в текущих экономических условиях. Их качество соответствует их цене, насколько это вообще сейчас возможно. Про некоторые из этих фотоаппаратов я рассказывал отдельно в обзорах на нашем канале. Все ссылки вы найдете в описании, если хотите про ту или иную камеру узнать поподробнее. Если вам нравится этот ролик и вообще нравится подобная тематика видео, ставьте лайки. Ну и конечно подписывайтесь на канал. С вами был Полный Кадр. Делайте правильный выбор.